Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Я очень рада, что вы пришли ко мне в гости. Друзья мои, много раз я рассказывала вам про пяточку Стронг. Я оставлю ссылочку на плейлист с носочным сериалом. Буквально в каждом ролике я показывала, объясняла на пальцах, как она вывязывается, рассказывала, в чем заключается, в чем состоит принцип этой пятки. Говорила, там пела дифирамбы о том, что ничего сложного в этом нет, и разберется любой человек, который знаком с лицевыми и изнаночными петельками. Но вот настал черед провязать эту пятку на камеру. Сейчас я вяжу вот такие вот носочки. Так, одну секунду. Вот такие вот носочки из пряжи белорусская. Ничего нового. Пряжа белорусская от Comtex. Она уже, буквально она уже приелась, да, на моем канале. 300 метров в 100 граммах, 50 акрила, 50 шерсти, спицы 3-5 рекомендует нам производитель. Ну и цвет серый я уже показывала, 169. Вот такой вот у меня моточек, значит, уйдет он, конечно же, не весь. И вот таким узором я вяжу для себя носочки. Может для себя, может на подарок. Размер это будет 36-37. Смотрится вроде как и лыжа длинная. Нет, в самом деле, все я примеряла. В самом деле на 36 размер они изумительно подходят. Итак, вот такой узор для этих носочков я использовала. Оригинальная схема узора данного у меня выложена в сообществе. Но под себя я немножечко эту схему переделала. Буквально вот незначительно переделала. И, так сказать, в обновленном виде я ее нарисовала, сейчас уберу лишнее, я ее нарисовала вот так вот в тетрадочке. Так, друзья мои, я не знаю, как вам показать, чтобы было очень-очень хорошо все видно. Ну, давайте по частям. Вот смотрите. Вот она схемочка. Что я переделывала? Сейчас возьму спицу, вам расскажу. Что я переделывала? Значит, в оригинальной схеме вот здесь вот дорожки вот эти изнаночных петель, они составляют 2 петелечки, состоит из 2 изнаночных. Далее, ну вот 5 лицевых у нас провязывается. Далее снова 2 изнаночных. Я, можете заметить, добавила сюда еще по одной изнаночной петли. Только лишь потому, что число петель, которых я набирала вот для носочков, 64. И мне нужно было, чтобы раппорт узора в ширину, в оригинале он составляет 7 петель, а мне нужно было 8 петель. Вот и все. Значит, в высоту ничего сложного нет. Провязываем 1 рядок изнаночный. Следующий ряд 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых и так до конца. Третий ряд все изнаночные. Дальше провязываем 3 изнаночных. Вот эта дорожка из изнаночных петель, она у нас идет до самого-самого конца. До самого конца нашего носочка. Значит, 3 изнаночных. И здесь я тоже поменяла. В оригинальной схеме идут 2 вместе с наклоном влево. Но поскольку я вяжу классическими петлями, то мне удобнее провязывать 2 вместе вправо. Все, заменила 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, накид и лицевая. Снова 3 изнаночных. Повторяем 2 вместе вправо, накид, 2 вместе вправо, накид, лицевая. И так до конца всех наших петелек, спиц. Значит, следующий ряд 3 изнаночных, все изнаночные провязываем. Следующий 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых и так далее. Следующий ряд все изнаночные. Далее по узору у нас провязывается 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых и так далее. И так 8 раз в высоту. Вот 8 рядов мы провязываем. Дальше закручиваем жгут. Вот он. Этот жгут.
Вы знаете, вот здесь я когда стала рисовать оригинальная схема, там вот эти черточки, знаете что? Я когда стала рисовать, я не уверена, что я нарисовала правильно. Мы в данном случае провязываем 3 изнаночных, 2 петли снимаем перед работой, оставляем, провязываем 3 лицевыми, и затем вот эти 2 со вспомогательной спицы тоже лицевыми. Здесь у нас никаких изнаночных нет, здесь вот все петельки провязаны лицевыми. 3 изнаночных, и дальше снова жгут. 2 петли оставляем перед работой, провязываем 3 лицевыми, затем 2 со вспомогательной петли. Дальше опять разделяем вот эти дорожки: изнаночные 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, и так 8 раз. И возвращаемся вот в начало нашего, самое начало вот наших рядов. Друзья, давайте я, что ли, вот так положу схему. Как я ее положу? Ну, вот так, может быть, вы сделаете скрин. Вам будет удобно. Здесь ничего сложного, совершенно. Единственное затруднение может вызвать вот этот вот жгут. Так, и давайте вот так поближе я вам покажу. Это вот условные обозначения. Мне кажется, для фотографии уже достаточно, да, времени. Так, и что означает вот этот вот рядочек из лицевых петель, который я обозначила другим цветом? Это то, что как провязывала я. Давайте перейдем к моей вот паре, и я вам покажу. Так, смотрите, на спице я набрала 64 петли, разделила. Ой, что-то запуталась. Разделила, значит, эти петли таким образом: по 16 петелек на каждой спице у меня. Сомкнула вязание свое в круг. И самый первый ряд я провязала весь лицевыми. Самый первый ряд лицевой. И дальше уже я начала вязать вот по этой схеме. Первый ряд — это вот мой лицевой, я его отметила другим цветом, дальше изнаночный и так далее, вот вверх по схеме. Друзья, здесь никаких вот эти 2 вместе вправо провязать, это легче легкого, накид. Я думаю, что вы умеете сделать. Ну и для, как сказать, ну для юных мастериц, которые только делают самые первые, да, робкие шаги в вязании, может быть, вызовет затруднение вот этот вот жгут, как его крутить. Но давайте мы посмотрим, как это делаю я. Итак, вот начало моего кругового ряда. Напоминаю, что вот эти вот ажуры и изнаночные, это все провязано. 8 рядов в высоту я провязала. И сейчас в 9 ряду настало время мне, значит, крутить жгут. Итак, друзья, для вывязывания вот этого вот жгута я буду использовать, покажу вам, как вывязывать, значит, с использованием дополнительной спицы. Вот такая вот у меня дополнительная спица. Вы можете использовать зубочистку, спичку, что угодно, булавку. Но можете провязывать и без использования дополнительной спицы. Итак, 2 первых петелечки мы снимаем на дополнительную спицу. Оставляем их перед работой. Провязываем следующие 3 лицевых. 1, 2 и 3. Провязываем лицевыми. Возвращаем с дополнительной спицы вот эти наши 2 петельки на левую спицу. И провязываем их тоже лицевыми. Одна и 2. Следующие мы провязываем по узору 3 петельки изнаночными. Напоминаю, я вяжу классическими петельками. Далее подошли мы ко второй группе лицевых петель, да? Также снимаем 2 первые петельки на дополнительную спицу, на зубочистку, на спичку, кому как удобно.
3 петельки провязываем лицевыми. Вот здесь подтягиваем, чтобы не было дырки у нас. Первая, вторая, третья, провязали, вернули 2 петельки с дополнительной спицы и также провязали их лицевыми. И так мы провязываем все наши спицы, 4 спицы, 3 изнаночных, ну и далее продолжаем. Так, если у вас, смотрите, вот здесь получилась вот такая вот некрасивость, как у меня, да, не должно вас расстраивать и пугать. Просто берем и вот так вот поддергиваем петелечку. Она возвращается на место, и стирочка, она также все исправит, все поправит. Я думаю, что до конца мы провяжем все это самостоятельно, да? Ну или давайте еще раз, давайте для закрепления, так сказать, материала. Давайте еще раз. Итак, вот они, 2 наши лицевые, первые. 1, вторая сняли. Далее 3 лицевые, лицевыми провязали. Первая, вторая, третья. Вернули теперь со вспомогательной спицы наши 2 лицевые. 1, вторая. Провязали также лицевыми. Лицевая и лицевая. Провязываем 3 изнаночных, 1, 2, 3. Снимаем на доп спицу, провязываем 3 лицевых, 1, вторая, третья. Возвращаем лицевые на левую спицу. Провязываем также лицевыми. 1, вторая. Все, и по узору вяжем наши изнаночные. Итак, друзья, в конце ряда я к вам вернусь. Итак, мы закончили наш ряд со жгутами. Следующий ряд по узору, по схеме вернее, у нас идет 3 изнаночных, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, и так до конца. Друзья мои, и вот именно на этом этапе я начинаю формировать свою пяточку струнг. То есть она у меня будет формироваться вот здесь вот в конце 4 спицы на изнаночных петлях. Вот на этих вот эти петельки, они будут задействованы у меня в пяточке. Поэтому следующий ряд я провязываю 3 спицы по узору, то есть 5 лицевых начала, 2, 3, 4, 5 лицевых, 3 изнаночных, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, 3 изнаночных. И так мы провязываем все 4 петельки и встречаемся в конце 4, все 4 спицы, вернее, и встречаемся в конце 4 спицы. Друзья, я подошла к 3 изнаночным, последние 3 изнаночные на моей 4 спице, и вот именно здесь я начинаю формировать свою пятку. Значит, крайние изнаночные, как я это делаю, крайние изнаночные, они так и останутся у нас изнаночными. Провязываем изнаночная,
И далее пошли прибавки вот на саму пятку. Я делаю прибавки из протяжки, поднимаю протяжечку, провязываю ее лицевой, так как я пяточку свою хочу, чтобы она была лицевая у меня. Из лицевых петелек состояла, провязываю лицевой. Вот эту среднюю я на время вывязывания пятки превращаю тоже в лицевую, провязываю лицевой. Далее снова поднимаю протяжку между петельками, провязываю, сейчас посмотрю, как я поднимаю. Так, провязываю также лицевой петелькой. И последнюю я провязываю изнаночной. Для чего я это делаю? Просто для личного своего удобства. Когда вот это, сейчас я покажу вам на готовом носочке. Вот смотрите, видите, она идет, вот эта вот дорожка у нас из изнаночных петелек. Мне так удобнее, допустим, считать. Мне удобнее будет делать вот это вот завершение, макушка, вот это пятки. Ой, ну это как, пятка пятки, не знаю. В общем, вот эти вот убавочки вот здесь удобнее делать. То, что я делаю, я убавляю до тех пор, вот здесь делаю убавки, пока упрусь вот в эту изнаночную дорожку. И дальше, когда у меня идет снова вот эти идут сокращения петель лишних, которые мне больше не нужны, да, я также делаю убавки вот перед вот этой вот изнаночной дорожкой. А потом в конце, самом конце, она у меня снова, все вот эти лицевые, они превращаются у меня в 3 изнаночные петли. Надеюсь, понятно объяснила. Итак, мы сделали вот эту вот прибавку. Это в первом, считай, ну, будем считать первый ряд. Так? Далее второй ряд мы провязываем. Здесь мы никаких прибавок не делаем. Вяжем просто по узору. По нашему узору, значит, 5 лицевых, 3 изнаночных. Ой, что я делаю? 5 лицевых, 3 изнаночных. И так мы вяжем до самого-самого конца. Подошли к концу нашего ряда. Конец 4 спицы. Значит, провязываем 1 изнаночная. Здесь мы никаких добавок, прибавок не делаем. 3 петельки мы провязываем лицевыми. 2, 3 провязываем лицевыми. И последнюю петельку мы ее провязываем изнаночной. Это вот своего рода такой вот заборчик, ограничитель нашей пятки. Так, мои дорогие, в следующем ряду мы снова будем делать прибавки. Я делаю из протяжек, вы делаете, как вам будет удобно. И она пойдет, наша пяточка, вот таким вот образом на расширение. Вот здесь она будет расширяться. Все прибавки мы делаем через один ряд. Узор мы продолжаем также провязывать. Мы эту пятку вяжем по кругу. Весь узор у нас вывязывается по кругу. Все вместе. Так. И встретимся мы с вами в самом конце. Смотрите, у вас возникнет вопрос, сколько должно быть петель на спицах. Прибавить нам нужно, допустим, на одной спице у нас 16 петель. Вот в моем случае 16 петель. Значит, я буду добавить 32 петли, должна добавить в 2 раза больше, чем у нас на одной спице. Та петля, которая у нас временно из изнаночной превратилась в лицевую, она в расчет не идет. То есть между вот этими вот кромочными изнаночными петельками у нас в конечном, вот на финал нашей пятки должно быть 33 петли. 32 мы добавили, и одна у нас центральная идет, та, которая вот превратилась из изнаночной в лицевую. Друзья, подключилась снова. Значит, смотрите, мы также, вот мы провязываем, я провязываю в этом ряду, мы будем делать прибавку. Вот он, наш узор. В работе задействованы все 4 спицы. Не как обычная пятка вывязывается на 2 спицах, а все 4 спицы у нас идут также своим чередом.
Вот в этом ряду я буду в конце ряда делать свои прибавки. Вот я подошла к концу 4-й спицы. Что я наврала? Так, друзья, дубль следующий. Вот я подошла к концу следующей, это 4-й спицы. И вот она, моя пятка. Провязываем, значит, забор пятки, ограничитель пятки. Вот она, изнаночная. Далее поднимаем вот эту протяжечку между петельками. Она хорошо, отчетливо видна. И провязываем ее лицевой петелькой. Провязали. Следующие петельки мы провязываем также лицевыми. 3 у нас лицевых. Провязали. Подняли теперь вот таким макаром эту протяжку. Провязали ее за заднюю стеночку лицевой. И ограничитель слева провязали изнаночной. У нас прибавилось еще 2 петельки. То есть, смотрите, между вот этими вот двумя изнаночными у нас уже не 3, а 5 петелек. Вот видно вам. Следующий ряд вяжем без прибавок. И так через ряд, чередуя прибавки, достигаем числа 33 между двумя вот этими вот ограничениями. Между двумя изнаночными. 33 петли. При этом совершенно не забываем вывязывать наш узор. Все как идет у нас вот здесь, вот по схеме. Вот. Все как по схеме. Сейчас я вот так немного еще сдвину, да. Вам вот так очень хорошо все видно. Вот после жгута на первой, значит, вот этой вот лицевой дороге, ну, условно назовем лицевой, да, мы начали вывязывать пяточку, ну и дальше мы вверх следуем, вот провязываем все, что нам необходимо, потому что вязание у нас идет по кругу. Друзья, провязала я пяточку в высоту, значит, высоту своей пятки. Получилось 32 ряда. Добавилось у меня 32 петли. На каком-то этапе, когда на одной спице уже очень много петель, да, можно разделить эту пятку на 2 спицы, то есть оставить некоторое число на 4-й спице. И половина пяточки я переместила на 1-ю спицу. Так у меня получилось. Так, значит, теперь нам нужно делать убавки. Убавки какие? Формировать вот эту вот макушку пятки. Вот это закругление. Понимаете вы, да? Формировать. Как она называется? В общем, и французская пятка, да, пятка подкова. Я не очень сильна в этих во всех терминах. Вот эту вот округлость пяточки нам нужно формировать. Каким образом я это буду делать? Смотрите, для удобства, значит, я провязала все вот эти петельки, включая плюс вот эту добавку свою, я провязала тоже уже лицевой, ну, без добавки, да, следующий ряд провязала. Этот ряд у меня совпал с изнаночным рядом. Вот смотрите, вот это вот изнаночная, ну, вот она изнаночная полоска, она вот у меня совпала как раз с началом моих убавок. Это я делаю все для удобства, чтобы, поскольку носки это парное изделие, да, и мы, ну, я во всяком случае не вяжу одновременно 2 носка, поэтому мне нужно какие-то вот такие опознавательные знаки. Вот для удобства я после, допустим, жгута на первом лицевом вот здесь вот ряду начала делать прибавки. И убавки я делаю вместе вот с этой вот изнаночной дорожкой. Мне не нужно ничего высчитывать здесь, запоминать, записывать. Здесь все очень просто. Каким образом мы будем делать, вернее, каким образом делаю вот эти вот убавочки. Господи, все запуталось. Так, смотрите. Провязываю от начала. Это вот, ну, считай, 4-я спица. Также я вывязываю вот это вот ограничитель пятки изнаночная. Дальше провязываю лицевых 1, так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 добавленных петель. С одной стороны, вот эта серединочка, условно скажем, серединка пятки, одна петелька, в расчет которой у нас не идет. И следующие после серединки провязываю 3 петли лицевых, 1, 2, 3. Четвертую я провязываю вместе с пятой, дальше с наклоном влево. 2 вместе с наклоном влево провязываю. Так, подтянула и одну петельку провязываю лицевой. Здесь я поворачиваю свою работу, поворачиваю вязание. Первую петельку я снимаю, не провязывая. Далее провязываю изнаночными вот эти 3 петли, 2, 3, вернее, так, здесь 4 получается у нас петли, да, 2 вместе мы провязали, провязываем. Далее 1 петелька, мы помним, она не учтенная, она никуда в расчет у нас не идет, провязали эту 1. Отсчитываем теперь 3 изнаночных, 1, 2, 3. И следующие 2 петельки мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Подтянули, 1 изнаночная провязывается, повернули работу снова. Вот здесь тот небольшой участок, ну вот момент, там придется покружиться. Далее снимаем вот эту 1 петелечку. Все провязываем на этой спице лицевыми. Дальше вяжем лицевые. Смотрите, до каких пор. Я вам так покажу. Смотрите. Вот здесь, видите, у нас дырка получается. Вот мы до сюда вяжем, провязываем 4, получается, петелечки лицевыми. 1, 2, 3, 4 провязываем лицевыми. И теперь вот где эта дырка, вот здесь мы провязываем 2 вместе. С наклоном влево, 2 вместе. И еще 1 петельку провязываем. Ее можно сразу же перебросить, вернуть обратно на левую спицу. Работу поворачиваем. Так, никаких укороченных рядов мы здесь, ну как вот, не надо ничего переворачивать, никакие петли. Просто мы снимаем и поворачиваем работу. Так, провязываем спицу все изнаночные петелечки. Далее, смотрите, и здесь тоже, сейчас подтяну ниточку, и здесь на этой спице у нас тоже видна вот эта дырка. И вот мы до петельки перед дыркой мы провязываем все изнаночные петли. Так, 2, 3, 4, 5 провязываем. Теперь вот эта дырка, вот перед дыркой петелька и после дырки петелька, мы эти 2 провязываем вместе изнаночной петлей. Подтягиваем, чтобы не было никаких у нас неаккуратностей. Мы подтянули, повернули работу снова, повернули работу, сняли первую петельку и провязываем все лицевыми. Так, полностью спицу провязали эту лицевыми. Также продолжаем вязать
до петельки перед дыркой. Вот дырка. Вот мы до этой петельки смело провязываем все лицевыми. Вот таким образом у нас получается закрытие петельки через ряд. Ой, пятки, закрытие пятки через ряд. Так, снимаем. Провязываем следующую после дырки. Эту перекидываем, подтягиваем. И провязываем еще одну. Точно так же мы работу поворачиваем. Поворачиваем нашу работу. И вот она, первая петелька, провязанная одиночка наша, да, мы ее пересняли, ничего не делая, провязали всю спицу, все вот эти петелечки до центра пятки, провязали изнаночными. Следующая спица у нас пошла задействоваться так же само до вот этой петли перед дыркой, и после дырки провязываем 2 вместе. Так, изнаночная, изнаночная. Подтягиваем ниточку, чтобы у нас не было очень она такая расхлябанная, да. Вяжем немного изнаночный ряд немного потуже, чем лицевой. Ну, я так вяжу, во всяком случае, я так вяжу. Так, 2 вместе провязали. Следующую петельку провязали. Работу повернули. Друзья, и так мы вяжем до тех пор, пока мы не придем вот к этой изнаночной. Вот таким образом у нас пошло некое, уже видно, да, формируется вот это вот наша пяточка, уже пошло формирование. Вот. И мы провязываем до вот этой вот изнаночной петельки. Кружимся туда-сюда, по лицевой и по изнанке. Итак, дорогие мои, все, мы произвели практически завершение пяточки. И вот смотрите в самом конце, что у нас получается. Остается одна петелечка, да, вот перед дыркой, ту, которую мы должны провязать со следующей после дырки. Но она у нас изнаночная, значит, мы вот это получается, она упирается в забор. В ограждение. Значит, я что делаю? Я не знаю, как надо, как правильно. Как делаю я? Я попросту провязываю ее изнаночной, не провязывая больше ничего. То есть я убираю вот эту лицевую в изнаночную, но нам нужно и с этой стороны тоже убрать петлю, так? Поэтому я что делаю? Провязала вот так изнаночной, развернула свою работу. Да, здесь у нас получится дырка, но ничего, у нас мы ее уберем, не будет у нас никакой дырки. Так, развернула работу. Пересняла вот эту первую петлю, которая вот это 2 вместе мы провязывали, да, я ее просто пересняла, провязала до конца 2 этих спиц. Сейчас я вам все покажу. Ничего пугаться не нужно, ничего здесь страшного совершенно нет. Вот мы провязали одну половину пяточки до серединки и вторая у нас половина пяточки, вторая часть пяточки. Провязываем все изнаночные до конца, до самого конца. Так, все изнанки провязываем до самого конца. И вот она наша дырень. Вот здесь мы то же самое провязываем, пожалуйста, 2 вместе. Так, и работу мы свою снова разворачиваем. И вот здесь, в этих местах, у нас образуются дырки, но ничего здесь не будет. Смотрите, провязываем лицевые, эту переснимем, которая 2 вместе, мы ее переснимаем, вяжем. Теперь мы будем вязать все по кругу. Вот столько петель, вот этой пяточки, да, это подошва пятки получается, то, на что мы наступаем, грубо говоря. Та часть, на что мы наступаем.
Вот нам это все, это у нас получаются лишние петли. Мы их тоже будем все убирать. Так, сейчас я вам все покажу, каким образом. Провязываем, сейчас мы разберемся пока вот с этой вот вещью, с этим недоразумением. Вот смотрите, у нас получилась здесь дырка. Вот это мы провязываем и изнаночной. Это наша с вами изнаночная. А вот здесь получается дырка. Мы поднимаем вот эту петелечку вот таким вот образом. И дальше у нас по узору идут лицевые. И мы две вместе провязываем лицевой петлей. Все, дырки никакой здесь не будет. Вот смотрите, вот здесь по узору у нас идет, вот после изнаночной, вот здесь после изнаночной дорожки, да, у нас идет лицевые, уже делится 5 лицевых, 3 изнаночных, и мы продолжаем вязать. Вот это ограничение у нас, это изнаночная, это дальше пошла лицевая. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночных. 2, ой, сбилась, 3. Так, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Снова 3 изнаночных. И у нас вступает в работу, как вы уже поняли, все 4 спицы. Вот смотрите, вот в этом месте у нас никакой, нигде дырки здесь не будет. Все будет как вообще, как доктор прописал. Сейчас я дойду вот до этого места, и я к вам подключусь. Дорогие друзья, вот она моя 4-я спица. И вот этот момент, да, здесь мы просто провязываем 2 вместе вот так изнаночной. Все, ушла у нас. И дальше мы вывязываем все по кругу и по узору. Здесь у нас все лицевые петельки идут. Провязываем все лицевые. Так, я провязала эту спицу, значит, какая там 4-ю, да, и вот 1-я спица. Отсюда я провязала все петелечки лицевые. В конце ряда, в начале и в конце ряда, значит, мы тоже убираем вот так вот, провязывая просто изнаночной петлей. Дальше вяжем по узору. По узору у нас получается следующий ряд изнаночный. Мы его вяжем изнаночным. То есть на этом этапе, вот здесь, мы уже сделали с вами первые убавки. Сейчас на данный момент у нас между вот этими ограничениями получается так, на этой спице 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И на этой спице у нас получается 3, 6, 7, 8. И вот она наша изнаночная петелька. Понимаете, то есть половина петель у нас сократилась. Из 32 у нас ушло 16 петель. 16 петель у нас осталось в работе. Вот их мы тоже будем сокращать. Убавки здесь уже в этом ряду сделаны. Значит, здесь по узору у нас идет полностью ряд изнаночный. Мы его провязываем изнаночным. И вот, друзья, мне остается провязать буквально 1 петельку до пяточки. Я думаю, что вы уже поняли, что мы перешли ко 2-му этапу закрытия пятки. Сейчас покажу вам. Вот давайте посмотрим вот на этом носке. То есть вот это убавление петель мы уже с вами произвели. Половина петель мы убрали. У нас остается еще 16 петель. Теперь мы их сокращаем вот так с 2 сторон, чтобы у нас получилась вот такая вот полуластовица. Закрытие мы будем производить также с 2 сторон через 1 ряд. Будем убирать по 1 петли с каждой стороны через 1 ряд. Значит, в лицевом ряду, когда мы провязывали лицевые с изнаночными, мы уже убрали по 1 петельке. Так, в этом ряду, где вот, смотрите, вот в этом ряду, вот, где все изнаночные, вот он на схеме, этот ряд. Здесь мы закрытий, убавок никаких не делаем по пятке.
Я не знаю, как вот еще доступнее объяснить. Значит, здесь провязываем всю полностью пятку без всяких убавок. Теперь следующая убавочка у нас будет вот в этом ряду. Так, давайте вот так внизу покажу, да? Что-то здесь не хочет мне ничего показывать. Друг, алло, гараж. Вот в этом ряду, вот когда мы начнем вывязывать вот эти 2 вместе накид, 2 вместе накид, начинаем мы вот отсюда провязывать, да? Вот первая наша петелька, вот он, начало ряда, этот хвостик. Вот отсюда мы начинаем, значит, 2 вместе накид, 2 вместе накид, подойдем к концу, и мы здесь провяжем точно так же, вот уберем одну петельку в изнаночную с этой стороны, и вторую петельку в изнаночную мы уберем вот с этой стороны. Итак, дорогие друзья мои, мы выполнили убавки по обеим сторонам через ряд. Так, вот она, последняя моя убавочка. Подошла я к последней убавочке. Провязываю, значит, одну изнаночную. Ой, одну, господи, провязываю изнаночную вместе с лицевой. Далее у нас все возвращается на круги своя. Следующую петельку я снова провязываю изнаночную. Это та петля, которую я брала взаймы у нашего узора. Она снова у нас становится изнаночной. И последнюю петельку лицевую я провязываю вместе с изнаночной петлей. Вот таким образом, смотрите, что у нас получилось. Второй этап убавок у нас закончился. Вот она, наша пяточка. Вот видите, это вот наша полуластовица. Провязали мы, вывязали пятку. Как вы уже успели заметить, что укороченные ряды, вернее не укороченные, вот эти просто поворотные ряды туда-сюда кружились мы только вот на этом вот небольшом участочке, на небольшом отрезке. Все остальное вяжем по кругу. Тем она для меня и привлекательна, эта пятка, что не сбивается мой узор, я вяжу его так, как мне необходимо. Вот, продолжаем вязать дальше, все только строго по узору на нужную нам длину. Друзья, и на этом этапе я с вами прощаюсь по той причине, что, смотрите, что у меня получилось. Я до такой степени увлеклась съемкой мастер-класса, что я совершенно вообще перестала следить за плотностью своего вязания. И у меня получился второй носок значительно шире, нежели первый носочек. Но одно радует то, что сейчас я буду это все распускать. Я посчитала и по петлям, и по рядам. Я подумала, что пока я бегала там от камеры до... значит, пока снимала мастер-класс, я что-то здесь попутала, наверное, в рядах. Ничего я не напутала, друзья. Все у меня правильно, все получается. Но я стала вязать очень достаточно свободно. Спицы те же 2,5, пряжа та же, 300 метров на 100 грамм. Количество петель все то же. Но плотность вязания моя стала значительно расслабленнее. И еще хочу сказать, этот носок, первый носок, я вязала уже достаточно давно, но может быть с месяц назад он у меня лежал все время, все ждал своего часа, и я все вдохновлялась вот на съемку мастер-класса. Вот. Ну и такой вот у меня, немножечко, это не неприятность, это просто такая данность. Я думаю, что у нас, каждая из нас мастерица хоть раз в жизни такое переживала. И вот эти из-за разности плотности у нас получаются разные носки. Или там варежки, кто что вяжет, парные вот эти вот изделия. Вот, поэтому я распущу и перевяжу, а вы продолжите вязать дальше по узору, и сделаете закрытие мыска любым удобным, привычным для вас способом. У меня обычный ленточный, как бабушкин. То есть делите, смотрите, делите вот так вот попарно, да, спицы. Вот это наша пятка, подошва, это наш верх.
Значит, и вот со стороны, значит, с этой стороны одну петельку провязываете, 2 вместе. Провязываете дальше, спицу вяжете до конца. На второй спице вы провязываете, не доходя вот 3 петель, да, все вяжете, провязываете просто лицевой. Здесь удобнее просто лицевой, без всяких узоров, просто так вяжете. Значит, провязываете 2 вместе с наклоном вправо, одну лицевую. Поворачиваете сюда, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Все остальные провязываем лицевые. Здесь точно так же, не доходя 3 петель, провязываем все лицевые. Вот эти 2 предпоследних провязываем 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая. В следующем ряду ничего не убавляем. И таким образом мы делаем убавки через 1 круговой ряд до тех пор, пока у нас на спицах не останется половина петель. То есть, если на спице было 16, должно остаться 8. 8 петель остается, значит, делаем убавки в каждом ряду, в каждом круговом ряду делаем убавочки вот с 2 сторон. Ну, по верху и с 2 сторон вот по подошве. Все, остается 4 петельки, мы их собираем в кучку. Ну и дальше вот просто вот так вот, ну как подтягиваем, да, и здесь мы этот хвостик прячем, куда он сам просится, в эту сторону, либо в эту сторону, как нам будет красивее. Все. Друзья, я надеюсь, хотя бы одному человеку вот это видео было полезно. И я благодарю всех, кто добыл со мной до этой минуты. Я очень старалась. Это мой самый первый ролик такого вот формата. Может быть, он же и последний, я не знаю. Но если вдруг хотя бы один человек научится, освоит вот эту пяточку стронг по этому видео, я буду очень-очень рада. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Конечно же, приходите обязательно ко мне в гости, и я непременно приду в гости к вам, если вы позволите. Всего вам доброго. Пока-пока.